интересном вопросе. About recognizing and celebrating О том, как one being a праздновать male and one being a female. мужественность и женственность пожилых людей. Unfortunately, throughout the world, you'll find when people reach a certain age, they are no longer acknowledged К as a сожалению, male or это female. везде в мире человек стареющий приходит в такой возраст, когда уже не важно, как бы окружающее мало внимания обращают, это мужчина или женщина. It's obvious in reading Genesis, И когда мы читаем книгу «Бытие», being male or female is important. там важность подчеркивается мужского и женского. And for some reason, through the life course, we tend to give less and less attention. И по какой-то причине жизнь как-то уводит нас от осознания, что это надо важным делать. To the importance of a person being man or a person being a woman. Как-то сглаживаются эти моменты даже в обществе, да, мужчина, женщина. They become, as I said, asexual. Люди становятся асексуальными. In other words, they no longer have an identity as a У male них or больше woman. нет этого уникального отличия, вернее, оно не признается, как-то не видится. In terms of their needs. И нужды их тоже как-то скрадываются. A number of years ago, there was a woman who lost her husband. Много лет назад женщина, муж которой умер, About a year later, через год после этого one of the deacons came up and asked her один из if he could диаконов hug her. спросил: а можно я тебя обниму? She started crying Она начала плакать, because it was the first time потому что за год это был первый раз, had responded to her grief. когда кто-то вот таким образом, оказал внимание ей. Touch is so important. Прикосновение крайне важно. Intimacy is a much broader definition than most of us think. Близость – этот термин намного шире, чем мы часто думаем. There are so many different ways that you can express intimacy apart from sexual behavior. И много очень есть способов заметить или проявить близость к другому человеку помимо сексуальных моментов. A lot of the pastors in our country are baffled or ignore Многие пасторы у нас в стране игнорируют some of the issues эти вопросы. of a woman being a widow. Например, женщина вдова. Just think for a moment that a husband and wife have been married for 30 or 40 Например, years. 30 или 40 лет пара была женатой, Suddenly the husband dies. и вдруг муж умер, She's left alone и она одна. for years and years. When they went to Годы, sleep at night, и она they одна were holding засыпает, hands а раньше or они putting за their руки hands on the держались, other person's shoulders. и он ее обнимал, All of a sudden that disappears. а вдруг этого всего просто не стало вообще. How does the church respond? Как же церкви правильно в этом участвовать? Unfortunately, they ignore it. К сожалению, чаще всего вопрос игнорируют. They don't accept it. Не воспринимают They это don't вообще understand как вопрос. that this woman is still a sexual being. Что эта женщина продолжает оставаться Божьим творением, которое сотворено с сексуальностью. Do you understand what I'm meaning? I mean, so often we don't talk about these things. И очень часто мы эти вопросы даже не озвучиваем. When I go to churches, a lot of men, when I go to the bathroom, that's when they talk to me about their sexuality. И очень часто где-то я бываю в церквах,
рубахе, иду в туалет, и там на выходе меня встречает кто-то из братьев и начинает говорить именно об этих моментах. And in many ways it's in humor. И часто этот вопрос как-то прикрывают юмором. But they're crying out. Но люди фактически вопиют. We need to revisit what it means, biblically speaking, to be what a man is and what a woman is. И нам нужно пересмотреть саму важность этого вопроса мужчина и женщина. So the question, I don't have all the У answers, меня нет всех ответов, or even a few answers, у меня даже многих нет but ответов. how do you respond Но to a man's sexual needs or a woman's sexual needs как when they lose their церковь spouse? должна правильно быть вовлечена в сексуальные нужды мужчин или женщин? I think first of all we need to acknowledge it exists. Первое, я думаю, нам нужно признать, что такие нужды есть. We're in denial. Мы часто совершенно отрицаем наличие самого вопроса. From my perspective as a social scientist, Я, как ученый в области социальной науки, sexuality is a major part of who you are. скажу так, сексуальность – это большая часть вашей идентичности, вашей личности. So, how do we, some way, develop an intimacy from a biblical perspective? И как мы, каким-то образом правильно с библейской перспективы должны близость проявлять? I really get concerned with people who have been 30 or 40 years in a marriage relationship. One of the spouses die, or they get divorced. И я действительно переживаю за людей, которые были в браке 30-40 лет, и потом один из супругов умирает, или развод случается. And they begin dating again. И потом эти люди начинают встречаться с кем-то. And quite often, the church is not helping them. И очень часто церковь не помогает в этом. They're going to eHarmony or online dating. Люди идут в интернет, на сайты знакомств, есть христианские сайты знакомств. We're told to be equally yoked in Нам our сказано, что relationships. мы должны под одно бремя подходить с другим. I don't mean to be critical of any of you. I'm just talking with you about some of my experiences. But quite often when a widow sits in a church, И я свои примеры расскажу, которые я знаю. and her husband has been dead 5 or 10 years, Вдова в церкви, ее муж уже 5 или 6 лет. if a man sits near her, И если рядом с ней that садится becomes a new мужчина, source of gossip. знаете, для церкви это пища для сплетен сразу же. So one of the things we need to understand, and maybe when I come back, the whole concept of friendship. И нам нужно понимать, существует понятие дружбы. Husbands and wives who are successful in their marriage, Муж и жена, they're friends. которые в браке имеют успех, они хорошие друзья. They were friends before they were lovers. Они еще до того, как стали мужем и женой, были хорошими друзьями. So we should have an environment where there would be the opportunity to develop friendship. И нам надо создавать атмосферу, в которой возможно развивать дружбу уместную. Do you understand what I'm saying? This is a very delicate Это subject. очень деликатная тема. It's not taught in seminary. В семинариях не так часто об этом говорят. You don't read very many books about И it. книг не так много на эту тему. Very seldom do you hear anything about how we are to celebrate our sexuality. It's God-given. Очень редко люди рассуждают, а как нам выделить то, что я мужчина, я женщина, потому что Бог нас сотворил такими. We have an epidemic of widows in the United Эпидемия States. вдовства, эпидемия одиночества.
Many women are widows Многие женщины for a longer period of time than they are mothers. Talking about active mothers. И они при этом остаются мамами, выполняющими свои обязанности. So we must address this. И нам надо затрагивать эти вопросы. We must see sex as a gift of God. Нам нужно видеть сексуальность, данную как Божий дар. We cannot contaminate it with the thoughts of the world. Мы не имеем права загрязнять эту истину нечистотой мира. So sexuality is a much broader concept than most of us realize. Сексуальность — это намного более широкое понятие, чем наши взгляды часто. It's important for men to have other men as friends. Для мужчины важно иметь мужчину друга. That is where they can be honest Они тогда честны друг перед in другом. talking about their difficulties and still be accepted. Они могут друг другу рассказать о каких-то своих трудностях и при этом продолжать принимать друг друга. We just had a seminary professor who was dismissed from his position Недавно профессор семинарии у нас, его сместили с должности, because he didn't understand women and their needs when certain things happen. потому что он не понимал определенные особенности женщин. One woman was sexually abused. Одна женщина была, His response, насилие сексуальное над ней было совершено. get over it. И он ей говорит: да забудь уже об этом. You can't get over it that fast. Да забыть об этом нельзя, невозможно. You have to have a church family Надо, чтобы церковь помогала, that is willing to love that person любила такого человека, and not stigmatize her. не делала изгоем его. I'm trying my very best not to be judgmental. Я прикладываю все силы, чтобы не стать судьей с плохими мыслями. One sin is not greater than the other. Потому All sins are что sins. нет греха более ужасного или маленького. Грех — это грех перед Богом. And so I think that we can benefit as a church by recognizing the sexuality of males and females. Я думаю, что мы как церковь выиграем, когда будем воспринимать мужчин и женщин как сотворенных Богом с разными. Most we do now is Mother's Day. Что мы делаем? Сейчас у нас Or есть Father's День матери, День отца. What about those men and women who are not fathers or mothers? А как насчет тех, кто не отец и не мать? They are still men and women. Они же все равно мужчина, женщина. And they need to be recognized И надо как-то это that they тоже, were a creation of God. что они Божье творение. And the woman's needs and the man's needs need to be addressed. Нужды мужчины, нужды женщины, их надо понимать и признавать, что они есть. I'm very particular, I'm very respectful. Whenever I counsel people, I do not do it in a group. Я очень аккуратен в том, как я провожу I try to душепопечение. respect women, Я никогда не and I try to bring in душепопечение в присутствии других людей. Женщин как-то я стараюсь с ними отдельно общаться, с мужчинами отдельно. one example. My wife is a physical therapist. Моя жена физиотерапевт. When man or the woman has arthritis, Если у кого-то where they артрит, have pains in their joints, у них суставы болят очень it сильно, becomes difficult as husband and wife to continue to have sexual intercourse. и таким людям трудно иметь интимную близость. And my wife helps them to continue to have a satisfying sexual И relationship. моя жена помогает им в том, чтобы у них были удовлетворительные сексуальные отношения.
Now this is very important because as you go down the street, everything's about sex now. Сейчас, знаете, по улице идешь, и на тебя лавина просто всех образов, которые с сексуальностью связаны. And societies around the world have distorted it. А мир исказил и испортил эту истину. We need to honor what God has said. Нам нужно чтить то, как Бог ее нам представил. A man is to do what? Treat his wife as Christ treated and loved the church. Мужчины, мужья, обращайтесь с женами, как Христос с церковью. From that, I sense the church has a responsibility. И я думаю, на основе этого стиха у церкви есть какая-то ответственность. There's a lot in the scriptures that talk about our responsibilities to those who are widows. И в Писании есть тексты, которые показывают, какая ответственность есть перед вдовами. We need to evaluate to what extent we're fulfilling what the scriptures are telling us to do. Производить оценивание себя, в таком ли объеме, как Писание говорит, мы эту выполняем. So, you know, you have to some way deal with the stigma. Нам нужно каким-то образом справляться с жизнью, помогать жизни людей, которые прожили трудные обстоятельства. Older women read a lot of romance novels. Пожилые женщины читают романтические романы. And they vicariously experience their sexuality through the reading of that novel. И таким образом они как-то пытаются восполнить свои сексуальные нужды. So it's even more important that the church become the family И так важно, чтобы церковь была семьей. of the man or woman who's lost their spouse. Мужчины и женщины, которые в семье верным образом с супругом отношения выстраивают. Another ritual, I love to see people renew their marriage vows Еще одно празднование after хорошее мне a certain нравится, number of years. когда празднуют, сколько лет в браке семья состоит. I could go deeper in the subject, but I see some of you are not as comfortable. Я You may могу laugh a больше little bit. говорить, но That's я how we понимаю, что для express. вас эта тема такая непростая. And I don't want to make any of you feel Я не uncomfortable. хочу, чтобы вы чувствовали себя But I'm неуютно. simply saying that you need more training, more education. Что я говорю, что вы уже начали чувствовать, что вам надо больше знания в этой области, больше подготовки. Remember, sex is the way you express your love. И помните, To the man or секс woman это то, как that вы you're married проявляете to. свою любовь. In other words, it's a way for you to say how much love you have for the other person. It's not so much for your gratification. И это один из способов сказать, насколько вы любите другого, отодвигая себя и любовь к себе в сторону. Quite often, as a counselor, I do marriage counseling. Я также провожу консультации с семейными парами. The wife's major complaint Главная жалоба жен is after they have sexual intercourse, – это после интимной близости the husband asks his wife, муж спрашивает у жены, "How did I do?" ну как у меня получилось? It's a game. It's not a game. Это что, It's an игра? expression of love. Нет, это не игра, это проявление любви. We don't understand what the scriptures say about sex. Мы не понимаем, что And how much is a Писания gift. говорят о сексуальности и то, что это дар для другого. I only mention this now because so many of us act as if it doesn't exist. Почему я так затрагиваю вопрос? Потому что, я думаю, многие стараются вообще умолчать об этой теме, как будто
a widow comes to her pastor, Женщина приходит к пастору and I have some questions. и спрашивает, вопрос задает. There should be a woman in there Но при этом там that должна should быть be еще trained какая-то to work женщина, with the pastor, for the которая, woman to work with the woman. которая бы могла проконсультировать эту пришедшую женщину. There's no way in the world I'll understand my wife. Знаете, нет Impossible. такого инструмента в мире, который помог бы мне понять мою жену. A woman can understand a woman. Но женщина женщину поймет. A man cannot understand a woman. Мужчина нет. That's based on experience Это из опыта, я and говорю, based on science. и из науки. So all I'm trying to do is increase your level of awareness Что я хочу, чтобы this просто being вы начали лучше понимать, что вам нужно в плане знаний. as you grow older in marriage, your love should deepen. Когда ваш брак продолжается, ваша любовь должна становиться глубже. It should become more sacred. Более такой освященной она It should be становится. more Christ-like. Более христоподобной. It's an honor to be a husband, Мужем быть большая честь. and it's an honor to be a wife. И And all I'm женой asking быть большая честь. is, you know, quite often it's good to be a mom and good to be a dad, Хорошо but быть being a папой, mom or dad мамой. sometimes gets in the way of being a good husband Но and a good wife. иногда папа и мама, твои роль папы и роль мамы мешают тебе быть мужем или женой. The best testimony you can give your children Самое about лучшее Christ is a relationship you have свидетельство, with your wife or your самый husband. лучший пример, который ты детям передаешь, это они видят, как ты, как муж с женой поступаешь, или она с тобой, как с мужем. So that's all I want to say. I hope I didn't say too much. Это все, что я хотел вам рассказать. Надеюсь, что я не слишком много вам такого неуютного сказал. Likewise, the relationship of a daddy with his daughter. И вот отношения, подобные отношениям отца с дочерью, And the relationship of the mother with her son. и отношения мамы с сыном. It's most important to build a strong family. We don't have strong families now. Самое главное укреплять семью, строить крепкую семью. Сейчас этого нет. They're fragmented. Семьи разбиты. Both husband and wife work. Муж работает и жена работает. There's no time. In our country, У нас the time that a husband and wife spend together в стране in meaningful interaction is 15 minutes a week. средняя 15 minutes a статистика, week. что в семье муж и жена проводят вместе значимое время в неделю 50 минут. You cannot build a relationship on 15 minutes a week. 15 15 minutes. 15 минут в неделю. И за такое время не построишь крепких отношений. Many times they spend more time with those people they work with Часто они больше времени проводят с коллегами по работе. and I address this to all of you, and I say this with a great deal of И я love. говорю это с великой любовью, как общую информацию. Pastors must take care of their families. Пасторы должны о семье заботиться. And many times they feel convicted that they need to do something in the name of the church. А очень часто они действуют из убеждения, что для церкви они должны сделать больше. Your family is as much a spiritual institution as the church. Но твоя семья – это такая же часть церкви, как и другая часть церкви. So I must treat my wife with respect Я должен as со I treat своей him and you. женой обращаться с такой же уважительностью, как вот с ним или с вами. But often I say, I'll do it later. Но часто я что говорю? Да Or позже. we'll talk about it tomorrow. Завтра об этом поговорим. It seems like I have attention for everyone about those that are most important.
И похоже, что я уделяю время всем и всему, кроме того, что самое важное. I hope I'm not preaching too much, Надеюсь, моя проповедь не сильно вас утомит. but this is a heartfelt challenge. Но это то, что я чувствую бременем в своем сердце. We need to pray for our pastors, Нам нужно their wives and молиться their о families. наших пасторах, об их семьях, об их супругах, They are constantly bombarded потому что они находятся на передовой линии with all kinds of activities that под многими нападениями. create stress, И это создает стресс. and they need respite. A pastor cannot be 7/24. И они нуждаются в перезарядке, в отдыхе, они не круглосуточно должны трудиться. A pastor needs a Sabbath. Пастору нужна покой субботы нужен. One of the problems in most countries of the world, we no longer recognize the Sabbath. Проблема почти во всех странах сейчас в мире, что о субботе забыли вообще напрочь. There's no day of rest. Дня покоя нет. In order to have meaningful, fruitful aging, Для того, чтобы старение you имело need ценность, rest. нужен You покой. need calmness. Нужно умиротворение внутреннее. I hope this helps. This was kind of a sidecar, Немножко я отвлекся, но надеюсь, это тоже в помощь будет. but I think we have a lot of issues in this area that У are нас never discussed. много вопросов есть в этом, We don't recognize them. которые мы даже еще и не озвучили. Any questions about what I just said before we go on? Перед тем, как продолжим, может, у кого-то по этим темам есть вопрос. Forgive me if I embarrassed any of you. Я прошу прощения, если кого-то ввел Made в you feel смущение. uncomfortable. Я не хочу, чтобы вы чувствовали неудобства. I deal with this every day, so Я каждый Like день с talking about the этими weather. темами сталкиваюсь, и поэтому могу свободно говорить. thank you for letting me share that. Спасибо, что вы слушаете внимательно. So I want to talk about constructing age И теперь я хочу поговорить о практическом развитии in your служения church, в вашей церкви, in your community, в вашем and обществе in this country. и в этой стране. You have three types of aging Есть три типа from my старения. perspective. You have optimal aging, Есть оптимальное старение. OPTIMAL, maximum. Это самое эффективное, полноценное. That's what we should strive for. Это то, к чему нам надо стремиться. Most people try to experience normal aging. Большинство людей стремятся к нормальному старению. I believe that the scriptures talk about optimal aging. Но я думаю, Писание говорит с нами об оптимальном старении. The greatest criticism that I can have is for somebody to call me normal. Самое большое оскорбление, если меня I don't want to be называют нормальным. normal because then I'm like everybody else. Я не люблю быть как все. The third type of aging is pathological. А есть патологическое старение. That's what I see Третий вид. most often Чаще wherever I всего, go in the world. где бы я ни был, They see aging as pathological. воспринимается общиной или обществом старение как патология. They see aging as characterized by disease, by illness, Старение by это прежде sickness. всего болезнь, это слабость, это немощь. Those three words are not synonymous. What they are, disease, Три is the эти most слова objective. это не синоним. It's looking at your dysfunction in your living. Болезнь As это being biological. дисфункция, это биологический такой элемент. Sickness is sociological. А болезненное состояние это социологический аспект. It's what other people say you are. Это то, что другие говорят, какой ты есть. For example, if you're sick where Например, you work, they will excuse you and you can go home.
Если ты заболел, то на работе тебе дают больничный, и ты дома. So the expectations, if you're sick, То есть ожидания определенные, связанные с болезненным состоянием. is to get well, И come back to work. ожидания какие? Что ты выздоровеешь и вернешься на работу. The other is illness. А есть Illness is еще psychological. Psychological is what you think. состояние болезни, которое психологическое твое состояние. If my teacher told me the next hour I'm going to have a test, Если учитель мне скажет, что через I час get у ill. меня экзамен, I get a headache. у меня начинается головная боль. I would get ill if he said you're going to have to walk back rather than be driving back. И он мне говорит, тебе надо пешком идти домой, я не повезу тебя домой. So in our church, one of the things I want you to consider is having a minister of health. И что, я думаю, в церкви не помешает, а наоборот поможет, это служитель, который вопросы здоровья также затрагивает. A minister of health or a minister of wellness, this can be a lay person. Служитель диаконского уровня, который бы заботился о благосостоянии таком физическом и It can be духовном. several things you can do in the church that will encourage people to come to church. И это тот вид служения, который привлечет в церковь людей. Take their blood pressure. Например, мы померяем ваше давление кровяное. Clean their eyeglasses. Мы поремонтируем ваши очки. One of the biggest ministry is cutting their toenails. Самое важное служение, востребованное, это старикам ногти на ногах стричь. It's the most meaningful ministry when you read about Jesus. Когда читаем об Иисусе, какое самое яркое служение Он совершил. So there are basic things we can respond that will help them to have a better life and То, want to как come мы back. можем позаботиться в простых вещах о людях, чтобы их жизнь стала лучше. I believe in giving toothbrushes out. Я верую в раздачу бесплатных зубных щеток. The little things mean a lot. Малые такие дела много значат для людей. One church I know, they have an inventory of hospital equipment. В одной церкви, я ее знаю, у них целый склад медицинского оборудования. Like a lot of people who lose a older father or mother, they have a walker. Люди, родственники, у кого умерли They can donate that to the church. родственники отдают костыли в церковь, ходунки, еще что-то. And as the church knows of a need, И they церковь, can take that walker. зная нужды какого-то еще человека, помогает. A hospital bed. Quite often people Койку такого want to get rid of those. медицинского плана людям лежачим. Something that can you put hot water in to help people with their feet. Такие ванночки для массажа ног. They have blisters, Люди, у которых волдыри thorns, натертые на ногах. all kind. As a Или person, мозоли. yeah, as a person gets older, there are two things: Два that you have to болезненных address. момента у their стариков. teeth Зубы and their feet. и ноги. That's what causes them their greatest pain. Это самая большая боль. So, what can you do? And you don't always need a dentist to help someone. И что делать? Не надо везде с собой стоматолога брать. And your dental health really defines the rest of your health. If you have gum disease, Если у вас с деснами it will проблемы, affect the functioning of your kidneys. то через короткое время у вас с желудком начнутся проблемы. I'm sure some people have cataracts. У многих катаракта пожилых людей. That should be looked at. It's where it И blurs their опять-таки vision. здесь врачи могут. They think they're blind, but if those can be removed, Люди считают, мы ослепли и все, но катаракту можно лечить.
And they can be removed in a matter of 30 or 40 minutes. 30 или 40 минут занимает вся операция. And it's not like it used to be where you had to stay in bed. И сейчас даже не надо лежать после. You wear a patch for a Тебе day. просто такую повязочку накладывают и все. And then a week later they do the other. А через неделю операцию на втором глазу. One other thing in wellness, I don't know where you are in this, but one of the big problems that older people have is Еще what we один call shingles. вопрос, который у пожилых shingles. Or do you know what I I'm just talking forgot about? the word. I'm sorry. Shingles. Shingles, it's a rash. Это раздражение кожи. It can be in your eye. Сухая кожа, шелушащаяся кожа. It's the most painful thing you can Это просто experience. невероятно болезненно. What I would hope to look at, Раздражает. there is a vaccine out now Я надеюсь, что вакцину скоро такую that предложат, you can give these individuals that will reduce the probability которая of будет people having shingles. снижать риск вот, шелушения кожи. And what I will do is look into, do you have the vaccine here? Okay. Different. Is it economical or is it costly? Здесь в Украине вакцины, прививки, они дорогие? Very costly. Okay, we need to figure out a way Но to make it less costly. And also, это можно делать как-то не так дорого. do you have pneumonia shots? Есть ли прививки от пневмонии? No. You have pneumonia shots? They do have, but people don't take them. That's a big problem. We have a lot of things that can help our older Это не population. проблема, что люди не пользуются, потому что старикам можно большую помощь оказать через прививки. One of the biggest concerns I have are the few people that keep up their tetanus shots. When they step on a nail, Keep on. tetanus shot, they don't have